Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог, а это новинка от компании Google, Google Pixel 6a. 2 раза в год мы от компании Google с большим удовольствием получаем новые смартфоны. Осенью у нас выходят флагманы вместе с операционной системой, летом у нас выходит такой предфлагман. И в этом году компания Google поступила очень интересно, потому что, во-первых, она выпустила компактное устройство, диагональ дисплея которого 6,1 дюйма, и это хорошо, потому что мало компактных устройств. Есть у Samsung, Xiaomi, у iPhone есть, ну как бы очень мало. Плюс у нас здесь стоит флагманский процессор, то есть, грубо говоря, в середнячке за 400 с лишним долларов стоит флагманский процессор от компании Google, Google Tensor. Это как бы хорошо и плохо, потому что с одной стороны сюда перелетели технологии, с другой стороны сюда перелетели тротлинг, нагрев и все остальное. Об этом сегодня поговорим. Но есть и другой спорный момент, это камера. Потому что мы все любим Google в первую очередь за камеру и за обработку. Так вот сюда компания Google установила сенсор от предыдущих пикселей, не от 6, а от 5, а в 5 стоял от 4, в 4 от 3, в 3 стоял от 2. То есть по факту здесь сенсор, который стоял в Google Pixel 2. Это 5 лет назад. И вот удастся ли компании Google вытащить из этого сенсора за счет программных фишек все, что она умеет? Удастся ли сохранить баланс между производительностью, камерой и ценой? Здесь, конечно же, надо брать 6a, 6 Pro, может быть еще что-нибудь, какой-нибудь Nothing, и бежать на улицу, делать тесты и вам рассказывать, что же из себя представляет Google Pixel 6a. Давайте разбираться. Тем более, что Google Pixel 6a сейчас в России практически нигде не приобрести, кроме моих друзей компании Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них классные цены, доставка по всей России. Плюс, если именно по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. Ну что, погнали разбираться? Пока я буду вам рассказывать про этот смартфон, я хотел бы, чтобы вы подумали, с чем его вы хотите сравнить. Ну, потому что, когда вы будете покупать смартфон, вы наверняка будете думать, взять, например, Pixel 6a, который, кстати, прямо сейчас стоит в районе 40 тысяч рублей. Он есть прямо сейчас у моих друзей компании Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Потому что за 40 тысяч рублей можно взять в том числе и 6-й Pixel. Там же, в Цифрусе. За 40 тысяч рублей можно на Алиэкспрессе купить OnePlus 10 Pro. Можно купить, ну, где-то там рядом Mi 11 Ultra. Ну, а если далеко не надо ходить, OnePlus Ace, OnePlus 9 RT, Realme GT Neo 3 и так далее. Короче, на самом деле 40 тысяч рублей это достаточно большая сумма, за которую можно посмотреть на большое количество телефонов. Как вы думаете, с чем мне сравнить этот смартфон? Ну давайте в плане фото и видео, чтобы мы понимали, на что способен этот сенсор от компании Google. Смартфон поставляется вот в такой тоненькой маленькой коробке, как всегда, там есть только кабель, там есть только смартфон и больше ничего. Ах да, забыл, здесь еще есть переходничок от USB Type-C на Type-A. Это наверняка сделано для того, чтобы вы могли перейти с какого-то другого смартфона. Первое, наверное, обращаем внимание на дизайн, потому что, во-первых, он в стиле Google Pixel, то есть это квадратные рамки. Это вот такая интересная зона для камеры. Причем, кстати, задник у нас пластиковый. Возможно, кто-то обратит на это внимание, возможно, кого-то это отпугнет. Я лишь обращаю внимание на пластик с точки зрения того, что он недолговечный. То есть, с одной стороны, если ты его разобьешь, наверное, чинить его проще, может быть, дешевле. С другой стороны, он затирается, и это не очень хорошо. Зато у нас рамка по бокам алюминиевая, это хорошо. Это легкий смартфон, 178 граммов веса и диагональ всего лишь 6,1 дюйма. То есть компактный смартфон, это хорошо. За это спасибо Google, потому что, в принципе, компактных смартфонов очень немного. Есть у Samsung компактный вариант, есть как бы у iPhone компактный вариант. У OnePlus особенно никаких компактных вариантов нету. Недавно представили Zenfone 9, тоже компактный, там, по-моему, 5,9 дюймов. Короче, компактных смартфонов мало, поэтому то, что он пришел, это хорошо. При этом он достаточно толстый, 8,9 граммов толщина. Но в руке лежит достаточно комфортно, сзади у нас такие скосы, и вообще то, что сзади пластик, я бы не сказал, что это чувствуется. И вообще вот эта зона, где находится камера, она тоже пластиковая, и только не пластиковое вот это окошко, в которое смотрят сами модули камер. Я, конечно же, когда начал смотреть, я сразу взял в руки свой 6 Pro и сделал несколько фотографий. И, ну, про фотки я вам расскажу чуть попозже. Основное, что нужно сказать, здесь у нас используется старый модуль от компании Sony IMX363. Компания Google его использует, начиная с Pixel 2. Звучит, честно говоря, страшно, потому что Pixel 2 выпущен 5, да, вроде 5 лет назад. То есть здесь не очень понятно, знаете, то ли Google сэкономил, то ли она какой-то нашла правильный баланс, чтобы смартфон не стоил слишком дорого, и при этом, чтобы у него был хороший процессор и все остальное, не знаю. Я думаю, что в процессе эксплуатации будет понятно, насколько компания Google прогадала или выиграла с этим сенсором. Но в любом случае, мы сегодня с вами посмотрим сравнение с Pixel 6 Pro. Я покажу вам несколько фотографий и, конечно же, пример съемки видео. Ну и если посмотреть на экран, то, честно говоря, с рамками тоже Google немножко перестаралась. Видимо, это такой современный тренд, вот как в Nothing
достаточно широкие рамки, так же, как в айфоне, так и в Pixel 6a тоже широкие рамки. Не могу сказать, что они меня напрягают. И вообще, я бы сказал, знаете, что обзорщики слишком много уделяют внимания этим рамкам, потому что, мне кажется, большинство людей просто смотрит на смартфон, и он типа нравится, не нравится. Рамки — дело уже второе. Снизу, кстати, есть подбородочек. Кстати, может быть, его сравнить с Nothing по фото и видео? Тоже? Надо? Напишите в комментариях. В Nothing тоже стоит проверенный сенсор IMX Sony 766, но, правда, он гораздо более современный, его ставят в том числе на современные флагманы. Realme, например, Xiaomi себе ставили. Pixel славится своими тактильными ощущениями от общения со смартфона. Это как смартфон лежит в руке, это как он работает и как работает вибра. Вообще, я привык к тому, что когда ты включаешь смартфон, происходит первая вибрация, ты по ней понимаешь, хороший здесь вибромоторчик или плохой. И первая вибрация, честно говоря, была очень, я только подумал, ой, как все плохо. Но на самом деле потом все оказалось неплохо. Здесь нормальная вибра, такое приятное, мягкое, хорошее. Taptic Engine, который есть и в предыдущих пикселях, мне кажется, особенно они ничем не отличаются. Может быть, чуть-чуть послабее. Но вот сканер отпечатка пальцев, честно говоря, не радует, и он работает достаточно медленно. Медленно в сравнении с OnePlus'ами и со всеми остальными. То есть ты прикладываешь палец, надо подождать там полсекунды или еще что-то, только после этого происходит разблокировка. И, кстати, была небольшая надежда, что будет разблокировка при помощи фронтальной камеры, но этого пока нету. Хотя были слухи, что в Pixel 6 и 6 Pro будет разблокировка по лицу, в новом 13-м Android, соответственно, когда состоится релиз. Не знаю, состоится или нет, но, честно говоря, вот эта история с тем, что нет разблокировки по лицу, она расстраивает. Так же, как, конечно же, расстраивает отсутствие хотя бы 90 Гц в этом экране. Да, понятное дело, что большинство людей, особенно которые никогда не пользовались 90 и 120 герцовыми дисплеями, которые не держали в руках, опять же, тот же самый OnePlus Ace или Realme GT Neo 3, для них особо разницы какой-то не будет. Да и, в принципе, если посмотреть, что говорят обзорщики, они так достаточно лояльно подходят к вопросу отсутствия 90 или 120 Гц. Мне кажется, что компания Google немножечко тут все-таки, превысила свои полномочия, надо было сюда вставлять 90 Гц. Это, наверное, единственный смартфон вообще в мире, который стоит 40 тысяч рублей, или там 400 с лишним долларов, и у него 60 Гц. Всех остальных смартфонов больше. И это, честно говоря, печально, потому что компания Google — это как бы передовик производства, это та компания, которая, по идее, должна задавать тренды и так далее, а здесь нет, опять догоняет. Не могу сказать, что это проблема, не могу сказать, что 60-герцовым дисплеем пользоваться невозможно. Конечно, можно. Здесь хороший AMOLED-экран, здесь нормальная яркость, здесь хорошая контрастность, здесь есть Always On дисплей, который работает постоянно. Но то, что здесь нету 120 или хотя бы 90 Гц, это, знаете, не то, что отпугивает, но реально расстраивает. То есть ты берешь другие смартфоны, они настолько плавные по сравнению с пикселем, и грустно. Жить с этим, безусловно, можно. Привыкнуть к этому тоже можно. Сутки пользуешься, уже не замечаешь. Но изначально, когда ты переходишь с высокогерцового дисплея на такой, печально. Много я уделяю этому внимания, но потому что это общение с телефоном, оно должно быть классным. И здесь вот как бы этот момент профукан. Также по памяти здесь, к сожалению, ничего интересного. 6128. Все, других вариантов нету. Карточки памяти, естественно, тоже нельзя использовать. Ну и с учетом того, что в Российской Федерации сложновато оплачивать теперь Google Диск или Google Фото или еще что-то, соответственно, как бы где ты будешь хранить все вот эти фотографии и видосы, которые ты наснимаешь на эту классную камеру от Google? Тоже вопрос. Хотя на самом деле способы, как оплачивать Google Диск, есть. Погуглите. На YouTube есть видосы, связанные с этим. Вкратце скажу, там надо удалять свой платежный аккаунт и устанавливать туда новый. То есть не новую карточку вбивать, а именно удалять платежный аккаунт. В общем, система работает, так что пользуйтесь. Кстати, на защите тоже поэкономили немножко, потому что спереди у нас Corning Gorilla Glass 3-го поколения. Это тоже стекло защитное, которое выходило года, наверное, 4 назад. Может быть, даже больше. Ладно, много говорим о грустном, давайте поговорим о чем-то хорошем. У нас здесь за быстродействие отвечает самый мощный, самый классный чип от компании Google, который они выпускают на данный момент. Это Google Tensor. Это чип, который построен по 5 нанометрам, он выдает в Antutu порядка 700 с лишним тысяч баллов. Но как бы на этом, знаете, все хорошее, к сожалению, заканчивается. Точнее так, если вы любите играть в игры, если вы используете какие-то высокоэнергопотребляющие приложения, тогда, да, здесь будут трудности. Потому что, во-первых, этот смартфон достаточно сильно нагревается, во-вторых, он хорошо тротлит. Вот смотрите, что у меня получилось. 754 тысячи баллов Antutu. В целом неплохой результат. Нагрев до 33 градусов. Тоже неплохой результат. Но при этом я прогоняю второй раз, и у меня уже 544 тысячи баллов и нагрев до 40. То есть смартфон очень сильно просел. Потерял процентов 20 производительности. Ну и если тут же мы запускаем тротлинг-тест, то есть мы смотрим, как смартфон теряет свою производительность при нагреве, то он выглядит, честно говоря, страшно. Просто 60% остается уже после 8 минут использования. Вы видите, какие большие проседания от тротлинга. То есть смартфон нагревается, частота работы падает.
опять он немножко остывает, опять нагревается, и вот туда-сюда его болтает. Короче, Google это как бы не про игры. Ну, вы как бы очень сильно расстроитесь, как Genshin Impact идет на смартфоне за 40 тысяч рублей. Прямо реально вас напряжет. То есть, если вы хотите играть в игры, если для вас камера имеет немножечко второстепенное значение, лучше, конечно же, посмотреть на OnePlus Ace. Хотя, честно говоря, вы знаете, я думаю, что надо сделать сравнение с OnePlus Ace, в том числе и по камерам, потому что у меня есть ощущение, что OnePlus Ace или, например, Nothing Phone, короче, смартфон, у которого стоит 766 сенсор, мне кажется, они могут немножечко поднадрать жопку-то пикселю с его камерой. В общем, если надо сделать такое сравнение, вы напишите об этом в комментариях, а я его запилю. Кстати, у этого смартфона, я совсем забыл сказать, есть влагозащита IP67. И еще у нас есть eSIM и одна сим-карта. Кстати, есть еще хорошая информация. Здесь быстрая память, флагманская LPDDR5 и накопитель тоже быстрый UFS 3.1. Короче, железо внутри неплохое. Здесь как бы Google не сэкономили. Но зато сэкономили на системе, видимо, охлаждения или еще что, потому что смартфон, конечно же, при запуске Genshin Impact просто очень сильно теряется. И когда ты поиграешь какое-то количество времени, просто происходит проседание. Выглядит это, честно говоря, печально. Но зато у нас здесь есть стереодинамики, они неплохо работают. Это не топовый уровень, но вполне себе хорошо, на уровне конкурентов. На борту у нас Bluetooth версии 5.2, есть поддержка высококачественных кодеков, есть поддержка Wi-Fi 6, естественно, нет здесь никакого 3,5 мм джека, снизу USB Type-C второго поколения. Дальше мы опять сталкиваемся с тем, где компания Google немножко сэкономила, потому что, с одной стороны, здесь аккумулятор на 4410 мАч, в целом нормальный такой размерчик, плюс здесь Google Android, поэтому они должны взаимодействовать неплохо. С другой стороны, здесь мощный процессор, и поэтому как будет работать аккумулятор, это я протестирую в процессе использования. Но самое главное, зарядка 18 Вт. Это очень медленно. Вы будете этот смартфон заряжать, часа два, может быть, даже больше. И с этим вы ничего не сможете сделать. Ну, понятное дело, что беспроводной зарядки здесь тоже нету, реверсивной и так далее. Опять небольшое расстройство. И вот, по сути, мы приходим к тому, что единственным спасением, возможно, этого смартфона будет камера и софт, оптимизация, которая есть у компании Google. И все эти годы разработок, возможно, они все-таки хорошо реализованы в этом смартфоне Pixel 6a. Я, кстати, помню, например, Pixel, по-моему, 4 и Pixel 4a делал фотографии лучше, чем 4. Но здесь все-таки, к сожалению, нельзя рассчитывать на то, что он будет делать фотографии лучше. То есть на 6 Pro у нас стоит все-таки новый сенсор, он 50-мегапиксельный, и с ним в целом все хорошо. На 6a у нас стоит старый модуль от компании Sony, как я уже сказал, 5-летней давности. И все, что по сути с ним можно сделать, это программно каким-то образом улучшить, чтобы сработала магия Google, и чтобы вот этот HDR+ вытащил из этого сенсора все, что можно. Хочется, чтобы этот сенсор не проигрывал предыдущим пикселям. Ну, в общем, смотрите, ситуация. Я вам сейчас показываю фотографии, пока я рассказываю про камеру. Вы, соответственно, можете смотреть. С одной стороны, если смотришь издалека, можно обратить внимание, что какой-то большой-то разницы между фотографиями нету. И это хорошо. С другой стороны, когда ты начинаешь приближать, когда ты делаешь фотографии в сложных режимах против контрового света, когда у нас сзади закат или еще что-то, здесь мы начинаем замечать, что на Pixel 6a не хватает детализации и не хватает какой-то обработки. Все-таки чувствуется разница между этими двумя сенсорами. Но хорошо, хоть видео можно снимать 4К 60 кадров в секунду, и есть какая-никакая стабилизация. На основном модуле у нас, в принципе, есть оптическая стабилизация, поэтому она работает, по сути, постоянно. И я могу сказать, что, в принципе, стабилизация на основную камеру, она одна из лучших среди Android-устройств, это уж точно. Да, в принципе, и лучше, чем на iPhone. Очень стабильная картинка. В плане стабилизации мне очень нравился и Pixel 6, и 6 Pro, и 6a. Ну, в общем, тут, конечно же, надо более глобально погружаться в этот вопрос, разбираться, что может этот пиксель и чем он может порадовать пользователя. Понятное дело, что все программные фишки типа удаления объектов со снимка, это то, что мы можем делать в редакторе, различные улучшайзеры, да, это все работает. Но в основном все эти фишки можно, в принципе, использовать в Google Фото и на остальных смартфонах тоже. Короче, друзья, Pixel 6a. Вот первый взгляд говорит о том, что нужен второй, третий, четвертый взгляд. Нужно прямо детально рассмотреть этот смартфон. Пока понятно только то, что он нагревается, причем нагревается достаточно конкретно, включая 4К. Становится тяжело, при играх тяжело. И понятное дело, что камеру будут допиливать, и в целом-то она делает фотографии неплохие, но все-таки они отличаются от старших братьев. Короче, мне интересно узнать ваше мнение, что вы в принципе думаете по поводу Pixel 6a, что вы думаете по поводу цены в 400 с лишним долларов или 40 тысяч рублей у моих друзей компании Цифрус. Еще раз обращу внимание, что пока в России особенно этот смартфон не купить, так что вот у Цифруса есть вариант. И еще раз добавлю, что 6a стоит 39 тысяч, а 40 тысяч уже стоит шестерка, то есть считайте флагман. И у шестерки как минимум камера поинтереснее. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. С чем нужно сравнить этот смартфон, напишите в комментариях. Ну а я говорю вам большое спасибо. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не забывайте подписываться на канал, потому что здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Не болейте, берегите себя, своих близких. Всем счастливы и пока.